Перенесемся в 1975 год, в котором Николас Никсон проводит выходные с женой Бибе и ее тремя сестрами в Нью-Ханани, к северу от Нью-Йорка. Николас решает запечатлеть 4 красивых женщин на фото. Сестры позируют и смотрят в камеру с серьезными лицами. Чего Николас не знал в тот момент, так это того, что снимок станет первым из множества знаковых фотографий. В следующем 1976 году сестры снова собираются на семейные выходные, на этот раз в деревне Хартфорд. И опять Николас делает фото, на котором сестры расположены в точно таком же порядке. А теперь посмотрите внимательно на то, как меняются их лица на протяжении 40 лет, особенно на последней фотографии. С того самого момента дамы решили повторять обычай каждый год. В течение 40 лет им удавалось фотографироваться друг с другом. В результате у них получился этот красивый фотопроект, на котором можно увидеть, как красиво сестры состарились вместе. 1976 лет. Декорации менялись, но порядок оставался неизменным из года в год. На каждой фотографии женщины смотрят в камеру, демонстрируя, как жизнь постепенно меняет их лица и внешний вид. Этот снимок сделали всего лишь спустя 3 года после первой фотографии в Нью-Ханани. Тем не менее, уже можно увидеть небольшие изменения. 1977 лет. Сестры договорились, что это будет ежегодной традицией. А это означало, что им нужно встречаться и проводить время вместе хотя бы раз в год, чтобы сфотографироваться. Разве это не прекрасно? 1978 лет. Было только одно единственное правило для фотографий. Сестры, Хизер, Мими, Бибе и Лори, должны располагаться в одном и том же порядке каждый год, от самой младшей к старшей. На первой фотографии 1975 года сестрам было, соответственно, 15, 21, 23 и 25 лет. 1979 лет. И только после последнего снимка, около 40 лет спустя, Николас осознал, что этот ежегодный проект заслуживает того, чтобы его увидел мир. Поэтому он предложил фотопроект под заглавием «Сестры Браун» одной из выставок. 1980 лет. Проект оказался успешным. Ведь просто поразительно, как женщины меняются, превращаясь из молодых девушек в женщин и становясь теми, кто они сейчас. Видно, как жизнь и время накладывают свои отпечатки. Одежда, прически и лица менялись с годами, но их взгляд оставался таким же сосредоточенным, как и на первом фото в 1975 году. Посмотрев все фотографии, невозможно не задаваться вопросом, что же пережили сестры за все эти годы. 1981 год. В самом начале этой фотосерии они будто держали дистанцию друг от друга, позируя с дерзкими лицами. Однако, заметно, что со временем их отношение друг к другу сильно изменилось. Видимо, они стали ближе, понимая, насколько особенной является их сестринская связь. Глядя на последнюю фотографию за 2013 год, видно, как сильно сестры любят друг друга. Они крепко держатся друг за друга, хотя никто и предположить не мог, что эта фотография последняя. 1982 года. Жизнь со временем явно сблизила этих четверых. И если б вы знали, через что они прошли, то вам это было бы понятнее. В том году, 1975, когда была сделана первая фотография, их родители погибли в ДТП. Совершенно очевидно, что на их фотографиях есть нечто большее, чем просто серьезные лица. На них видны шрамы, оставленные жизнью. 1983 года. Год 1984 был юбилейным для их традиции, 10 лет. Лори, старшая сестра, счастливо вышла замуж. 1984 года. На этом фото Лори, справа, кажется, в положении. Она первая из сестер начала строить семью. 1985 лет. Лори родила здоровых близнецов. Тетушки выглядят такими же счастливыми, как и новоиспеченная мать двоих детей. 1986 лет. Несмотря на все прекрасные моменты в жизни, по фотографиям понятно, что у женщин за плечами становится все больше и больше жизненного опыта. Это видно по их глазам. 1987 лет. На следующих страницах вы четко увидите, как сестры менялись со временем. Хизер, Мими, Бибе и Лори перестали позировать для своего ежегодного фотопроекта после 2013 года по трагической причине. 2013 лет. Согласно источникам, это последнее фото четверки вместе.
Одна из сестер умерла год спустя. Таким образом, оставшиеся 3 женщины решили прекратить традицию. В конце концов, она уже никогда не будет прежней. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.